Вам не кажется странным, что за последний месяц биткоин 6 раз пытается закрепиться выше уровня 70 тысяч, но его как будто бы специально дампят вниз? Как только он касается этой области, все, что мы видим, это короткую проторговку и резкое падение. Кто-то скажет совпадение? Возможно. Но вас не смущает, что в это же время главный тейк, который активно продвигается на крипторынке, это то, что дно биткоина находится на уровне 50 тысяч долларов. На этом фоне над рынком выстроилась огромная стена шортов на сумму более чем 5 миллиардов долларов. Все ждут биткоин по 50 тысяч и без сомнений залетают в шорты, за счет чего надувается большой пузырь ликвидности. Но, друзья, покажите мне хотя бы один пример за всю историю биткоина, когда он четко доходил до тех уровней, которых ждали 90% всех инвесторов. Этого абсолютно никогда не было. И поэтому то, что биткоин сейчас не может зафиксироваться выше 70 тысяч, это не случайность, это точно кому-то нужно. Ведь достаточно взять маленькую иголку, пробить диапазон 70-75 тысяч, и пузырь на 5 миллиардов долларов лопнет за секунду, что позволит манипуляторам по щелчку пальца заработать миллиарды долларов. И чем дольше они будут сдерживать биткоин ниже уровня 70 тысяч, и ожидание падения до 50 тысяч будет расти с увеличением шортов, тем больше денег они смогут заработать. Но есть один момент. А кто они? Кто эти люди, фонды или, возможно, мировые корпорации? Кому сейчас важно тормозить рост биткоина и для чего они это делают? Это вопросы, на которые вы сегодня получите четкие ответы, потому что я провел расследование и сегодня познакомлю вас с людьми, а также компаниями, которые не просто управляют ценами монет из ваших портфелей, но и зарабатывают на этом миллиарды долларов. Я расскажу, кто такие манипуляторы, кто такие поставщики ликвидности, диктующие цены на биржах, и какой сценарий они придумали для биткоина на ближайшее время. Друзья, написать такой ролик было достаточно сложно, потому что поиск информации, ее изучение, проверка на фейки занимает много времени. Но при условии вашей поддержки в виде лайка, я, конечно же, готов выпускать ролики такого формата как можно чаще. Поэтому жмите лайк, попутно не забудьте подписаться на канал, это буквально 2 клика, и давайте вместе идти к заветным 100 тысячам. Ну и лучшая поддержка для самых активных – это комментарий. В прошлом ролике 10 долларов за комментарий получает этот зритель, а в следующем видео это можете быть именно вы. Поэтому заранее вам спасибо за поддержку. Вы на канале Coin22, меня зовут Влад, мы начинаем. Итак, друзья, как вы заметили, я сейчас стараюсь максимально разнообразить контент, выпуская больше роликов про экономику, геополитику и вот таких мини-расследований. Про крипту также не забываю, и больше информации именно по рынку вы можете найти у меня в телеграм-канале. Там есть мои ожидания по отдельным монетам, ключевые уровни по фундаменталу, сделки и свежие новости от моих редакторов. И, кстати, сегодня я выложил интересный пост, в котором Илон Маск рассказал, как Билл Гейтс и Эпштейн в свое время пытались уничтожить компанию Tesla, и как там фигурировал биткоин. Друзья, история реально интересная, поэтому подпишитесь и почитайте. Но с биткоином история не менее интересная. Уже 6 раз он никак не может уверенно закрепиться выше уровня 70 тысяч. На графике это выглядит как обычное сопротивление, но если копнуть глубже, за этим уровнем стоит огромная система капитала, цифр, а также интересов. И сейчас мы все это с вами разберем. Знакомьтесь, компания Jane Street. Если мы затрагиваем тему маркетмейкеров, ликвидности и того, кто реально двигает рынок, то мимо Jane Street пройти невозможно. Это не медийная компания, не публичный банк и не фонд, который дает интервью на CNBC каждый день. Это один из самых закрытых и одновременно самых влиятельных игроков глобального финансового рынка, ручонки которого в последнее время добрались и до криптовалюты. Они не управляют чужими деньгами, как обычный хедж-фонд. Они торгуют собственным капиталом. Точные цифры не раскрыты, но оцениваются в триллионы долларов, и они контролируют пятую часть мирового дохода торговли. Jane Street один из самых крупнейших маркетмейкеров в мире. Они обеспечивают ликвидность в огромной части биржевых фондов США и Европы. Но все мы слышим про каких-то маркетмейкеров, которые манипулируют рынками. Но кто это вообще такие? Маркетмейкер – это простой участник рынка, который постоянно готов купить или продать актив, чтобы в рынке была ликвидность. Представьте обычный обменник. Вы приходите обменять доллары. На табло написано, допустим, покупка 100, продажа 101. Обменник готов купить у вас дешевле и продать дороже. Разница в один – это его заработок. Вот обменник – это есть маркетмейкер. С крипто история та же. Чтобы у вас всегда была возможность купить или продать любую монету, нужны те, кто принесет на рынок ликвидность и будет готов забирать ваши USDT, отдавая биткоин и наоборот. При этом зарабатывать на разнице цен. Это называется спред. Так вот, буквально в прошлом году Jane Street была поймана за руку в момент манипуляции ценой биткоина. Когда, помните, несколько дней подряд в 10 утра по Нью-Йорку, после начала торгов на Уолл-стрит, биткоин резко падал. Тогда они сбрасывали биткоин в стакан, дампили
цену и покупали на краткосрочном падении, а ту самую разницу ложили себе в карман. Jane Street хоть и не медийная компания, но скандалов с ней было очень много, как, например, разбирательство с индийским регулятором по поводу манипуляций в 2024 году, недавнее обвинение с дампом биткоина, который занимает 5-е место в их портфеле, используя ETF, и даже в историческом крахе FTX Jane Street внесла свою лепту, потому что как только запахло жареным и пирамида кудрявого Сэма начала сыпаться, Jane Street вывела всю ликвидность биржи, а суммы там исчислялись сотнями миллиардов долларов. И даже есть доказанные факты, что в компании FTX были люди, которые ранее работали в Jane Street, из-за чего даже ходят слухи, что эти две фирмы связаны. Сейчас Jane Street предоставляет ликвидность для ведущих криптобирж, в том числе и для биткоин ETF, гиганта BlackRock. И поэтому вопрос, а манипулирует ли Jane Street в данный момент, тем более когда на рынке нет ни одного правила или регуляции, конечно же риторический. Теперь, друзья, знакомьтесь со следующими участниками нашего видео, а именно Wintermute, а также GSR. Это два крупнейших маркетмейкера, которые физически стоят в стаканах Binance, Coinbase, OKX и других бирж. Их руководители не любят давать интервью, потому что у них другая задача – контроль ликвидности. Капитал здесь немного скромнее, чем у предыдущего маркетмейкера, но их влияние на рынок ничем не меньше, особенно сейчас. Смотрите на график. Биткоин подходит к диапазону 70 тысяч. В стакане плотно лимитной продажи. Кто же их ставит? Розница? Частично, но основной объем создают алгоритмы маркетмейкеров. Они выставляют крупный аск, формируя стену. Рынок видит сопротивление, покупатели начинают сомневаться, а далее следующее. Если поток покупок слабый, поддержка по бит убирается. Если что, аск – это цена покупки, а бит – цена продажи. Допустим, цена проседает на 300-500 долларов, срабатывают стопы, включается ликвидация по лонгам и давление усиливается. И по сути они не создают тренд, они просто усиливают слабость. Теперь другая сторона. Если на Binance растет открытый интерес, а ставка финансирования плюс 0,03 каждые 8 часов, значит рынок перегружен лонгами. В такой ситуации маркетмейкер может продавать стоп и хеджироваться через фьючерсы или СМИ. Цена проседает, запускается каскад ликвидации и рынок сам очищается. Это простая математика. Алгоритмы Wintermute и GSR работают 24/7. Они видят все как на ладони. Кластеры стопов, перекосы в стакане, концентрацию открытого интереса и дисбалансы по опционам. Если над уровнем 70 тысяч накоплена ликвидность, то возможен прокол уровня, сбор стопов и резкий разворот. Они зарабатывают не на направлении, а на волатильности и спреде. Но могут ли они краткосрочно удерживать цену? Конечно же да, если объем покупок падает, ETF-приток замедляется, а деривативы перегружены, как это, друзья, происходит сейчас. При этом тот же Wintermute недавно продал биткоин почти на 90 миллионов долларов, и так они хеджируют свои риски. И что первый, что второй маркетмейкер ранее обвинялись в манипуляциях далеко не один раз. Например, не так давно ончейн-аналитика показала, что Wintermute переводил крупные объемы биткоина и эфира на централизованные биржи. Оценки доходили до $1,5 миллиарда за короткий период. И это совпадало с просадками рынка. Также год назад были разговоры о том, что они крутили 20 миллионов долларов по разным биржам и вызывали искусственное давление на цены разных альтов. Но крипта это не фондовый рынок, и никто за это даже не брался. Таким образом, пример даже с этими тремя компаниями подтверждает 100% факт влияния на рынок со стороны манипуляторов. И что самое интересное, мы, как обычные смертные, не видим все, что скрывается за ширмой. Но то, что попадает нам на глаза, заставляет задуматься о том, что рынок строится не только на сухом принципе спроса и предложения, но и на интересах манипуляторов, которые словно кукловод могут двигать ценами, полностью забивая на ожидания толпы. Данный фактор учитывать при инвестировании или торговле очень сложно, но в нашей подписке Coin22 Pro мы используем не только теханализ, но и большое количество различной метрики, которая помогает оценивать движение капитала на рынке, чтобы зарабатывать на сделках, как, например, мы это сделали на шорте по монете ADA на пробое ключевой поддержки, а также вот отчет сделок за прошлую неделю, где был хороший профит. В подписке мы делаем упор на то, чтобы вы не просто копировали точки входа, а понимали сам принцип, чтобы вы могли самостоятельно анализировать рынок и зарабатывать. Поэтому у нас есть обучение, сопровождение и поддержка 24/7, куда также входит индивидуальная сборка портфеля. Друзья, рынок не стоит, и каждый день это потенциальная возможность для заработка. И мы вам поможем в том, чтобы реализовать данную возможность на максимум. Все ссылки на Pro есть в описании, так что переходите, пишите, и дальше вас ждет разбор влияния фондов, которые сильно изменили правила на крипторынке. Как мы разобрали в первой половине, простой принцип спроса и предложения уже давно не работает, особенно с появлением различных торговых инструментов на биткоин и революционных ETF, запущенных в 2024 году. Так вот, следующий персонаж не требует представления. Это Ларри Финк, глава BlackRock. Компания, которая не просто управляет активами, более 12 триллионов долларов, а по сути владеет всем миром. Для понимания масштаба, это больше ВВП большинства стран. Через ETF BlackRock контролирует свыше 600 тысяч биткоинов. При цене около 70 тысяч это более 42 миллиардов
миллиардов долларов, а весь рынок американских ETF биткоин держит 1,5-1,8 миллиона биткоинов, примерно 7-9% всей эмиссии и около 10% реального доступного предложения. Средний дневной оборот ETF 2-4 миллиарда долларов. Периоды импульса притоки составляли 400-500 миллионов в день, но если приток снижается до 50 миллионов или уходит в ноль или в минус, рынок сразу теряет ускорение. ETF это не хайп-капитал, это пенсионные фонды, страховые компании и деньги больших игроков. Они очень сильно просчитывают риски, и если притока нет, то импульса тоже нет. Когда в ETF BlackRock заходила по 400-500 миллионов долларов в день, цена реально летела, потому что фонд обязан купить биткоин на рынке. Это реальный спрос. Но если приток падает до 50 миллионов, импульс, конечно же, снижается. Ведь представьте, сверху висит миллиард долларов предложения, а новых денег приходит в 5 раз меньше, и цена, конечно же, упирается. Еще один ключевой элемент – это SME Group. Именно здесь большие игроки хеджируют позиции. Открытый интерес по фьючерсам на биткоин на чикагской бирже стабильно держится в диапазоне 8-10 миллиардов долларов, а в пиковые моменты он доходил до 15 миллиардов. Добавляем Binance, Bybit и OKEX, и суммарный деривативный рынок превышает 20-25 миллиардов долларов, если переводить в открытый интерес. Что происходит при переходе к 70 тысячам? Ставка финансирования на Binance уходит плюс 0,03-0,05% каждые 8 часов. В годовом выражении это 30-50% стоимости удержания лонга. Это нездоровый спрос, это перегрев. Но если рассматривать в текущих реалиях, то на биткоин давит уже не деривативный рынок, а конечно же страх и потенциальное ожидание, что цена упадет. Вот поэтому и крупным игрокам и выгодно держать цену ниже 70 тысяч. При этом проводить постоянные локальные ликвидации, когда цена пытается пробить данный уровень. Это не манипуляция в киношном стиле, это обычная математика ликвидности. Друзья, далее знакомьтесь с компанией Cumberland DRV. Это OTC подразделение крупной трейдинговой фирмы. Они занимаются сделками вне биржи, то есть между крупными игроками, которые не хотят заводить миллиарды долларов на бирже. Один внебиржевой блок на 20 тысяч биткоинов – это 1,4 миллиарда долларов. Такие сделки не всегда видны в стакане, но они перераспределяют ликвидность. Если фонды частично фиксируются около 70 тысяч через OTC, то на графике это выглядит просто как потолок. И это также играет важную роль. Теперь переходим к OnChain. На данный момент топ-2% адресов контролируют более 90% предложения биткоина. Кошельков с балансом свыше 10 тысяч биткоинов меньше сотни. Представьте, всего 10 холдеров продают по 1000 биткоинов каждый день. Это 10 тысяч биткоинов, то есть 700 миллионов долларов предложения. И это уже серьезное давление. Добавим майнеров. Например, Marathon Digital. Это публичная компания, которая занимается добычей биткоина. При цене 70 тысяч часть добычи продается для покрытия оперативных расходов. Даже реализация 2-3 тысяч биткоинов в месяц – это 140-200 миллионов долларов. Конечно, мы уже разбирали, что майнеры не продают, но через внебиржевые контракты продажи все равно могут идти, что сдерживает рост. В целом это не паника, а просто бизнес. Ну и куда же без опционов? На страйках 70-75 тысяч находятся контракты на миллиарды долларов. Показатель Max Pain – это уровень, где максимальное число опционов истекает без прибыли покупателя, часто совпадает с текущей ценой перед экспирацией. Если месячная экспирация проходит при открытом интересе 3-5 миллиардов долларов, то маркетмейкеры заинтересованы удерживать цену в диапазоне. Это как было в прошлом году, когда мы консолидировались ниже уровня 92 тысячи, ведь манипуляторы не давали биткоину двигаться выше или ниже. И теперь, если собрать все вместе, 42 миллиарда долларов у одного ETF, до 25 миллиардов долларов в деривативах, миллиарды долларов в опционах, концентрация предложения у 2% адресов, сотни миллионов долларов продаж китов, и все это встречается в зоне 70 тысяч. По сути, это пересечение десятков миллиардов долларов интереса. Любой перекос притока ETF на 200-300 миллионов долларов в день, любой скачок ставки финансирования на 1-2% – это уже событие масштаба сотен миллионов долларов. И пока на рынке остается страх и ожидание, что биткоин упадет до уровня 50 тысяч, конечно же, покупать особо никто не будет, спрос будет падать, и цена будет торговаться ниже ключевого сопротивления. И поэтому нужно, чтобы в этом диапазоне произошло равновесие давления продавцов, а также интереса покупателей. Но, друзья, если мы вернемся в начало, конечно, кажется странным, что за последнее время биткоин не может пробить уровень 70 тысяч и каждый раз получает резкий откат. И сценарий повторяется под копирку. И в это время на рынке продвигается один важный нарратив. То, что биткоин упадет до уровня 50 тысяч, и это будет его дно. Этот тейк звучит везде. И что же происходит? На фоне этих ожиданий над рынком выстраивается огромная стена шортов. По данным деривативных площадок, суммарный открытый интерес превышает 20-25 миллиардов долларов, и значительная часть новых позиций открывается именно в шорт при переходе к уровню 70 тысяч. В отдельные дни совокупный объем потенциальных ликвидаций в диапазоне 70-75 тысяч оценивается более чем в 5 миллиардов долларов. Теперь подумайте логически. Когда 70-80% толпы уверены, что отсюда мы только пойдем вниз, то на рынке такого просто не бывает. За всю
истории биткоина не было ни одного крупного цикла, где цена аккуратно и предсказуемо доходила до уровня, который ждали 90% инвесторов. В 2017 ждали 10 тысяч, получили 20, в 2021 году ждали 100, а получили 69. Рынок всегда идет туда, где больше ликвидности. А где сейчас ликвидность? Она в шортах. Если над уровнем 70 тысяч находится более 5 миллиардов долларов потенциальных ликвидаций, то это огромный пузырь. И в данном случае достаточно пробить диапазон 70-75 тысяч и начнется цепная реакция. Ликвидации шортов сами начнут покупать рынок, усиливая импульс. 5 миллиардов могут превратиться в потенциальных 7 или 10 миллиардов оборота буквально за час. Но возникает вопрос, если этот пузырь такой большой, почему его еще не лопнули? В данном случае ответ в структуре рынка. Пока ставка финансирования остается положительной или нейтральной, а притоки в ETF слабые, крупному капиталу выгодно держать цену в этом диапазоне. Ведь чем дольше цена не может зафиксироваться выше уровня 70 тысяч, тем больше участников продолжают открывать шорты, увеличивая потенциальную ликвидность для будущего движения. Это как надувать шарик. Чем больше он растет, тем громче хлопнет. Если сейчас резко проколоть диапазон, можно заработать миллиарды долларов на каскаде ликвидаций. Но если дать рынку еще месяц накопить позиции, то объемы ликвидности могут вырасти с 5 до 7-8 миллиардов. И тогда импульс будет еще мощнее. Важно понимать, это не означает, что кто-то сидит и по щелчку пальца управляет ценой. Это означает, что крупные участники рынка работают с ликвидностью. Они видят кластеры стопов, объемы открытого интереса, распределение позиций. И если удержание цены в диапазоне позволяет накопить больше ликвидности, то, конечно же, этой возможностью будут пользоваться. Поэтому неспособность закрепиться выше уровня 70 тысяч – это не случайность и не слабость биткоина. Это фаза накопления дисбаланса. С одной стороны ожидание 50 тысяч и миллиарды в шортах, с другой сдержанное предложение, а также спрос со стороны ETF, который даже при минимальных притоках постепенно поглощает монеты. И вот, друзья, мой главный вывод. Сегодня деньги лежат в зоне ликвидации шортов выше 70 тысяч. Чем больше их становится, тем сильнее будет импульс, когда он начнется. Вопрос не в том, дампит ли биткоин специально. Вопрос в том, кто станет топливом для следующего движения. Если вы видите, что 90% ждут одно и то же, это уже повод задуматься. Биткоин за всю историю не любил идти по очевидному сценарию. И чем дольше он стоит под уровнем 70 тысяч, тем масштабнее может быть финал консолидации. Учитывая особенности финансовых рынков, или в нашем случае крипты, мы также не можем быть на 100% уверены в этом сценарии, но смотреть шире и потенциально оценивать такие варианты нам, конечно же, стоит. Поэтому, друзья, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Согласны ли вы с таким сценарием, или, возможно, у вас есть более интересные идеи. Также ставьте лайк, подписывайтесь на канал, переходите в Telegram, где есть много актуальной информации. Вам спасибо за просмотр и за поддержку. Всем желаю удачи, до скорых встреч.